Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Овен. Второй прогноз. Что случится, что произойдет в ближайшее время? Что скоро, а возможно и неожиданно, придет в вашу жизнь, придет на ваш порог. И цыганский старинный пасьянс «События ближайших дней». Именно о событиях ближайшего будущего говорят карты пасьянса без ненужной философии. Вот давайте с вами и узнаем, о чем нам расскажут карты. Возможно, это какая-то ситуация прояснится, что-то будет меняться. Я очень надеюсь, да, многие ждут перемен, добрых перемен, наверное, мы все ждем в той или иной степени, по разным, конечно, вопросам. Но давайте посмотрим, что нам подскажут карты. И я надеюсь, мы с вами проведем приятное время, и какие-то подсказки вы все же получите. Итак, что для овнов в ближайшие дни, буквально со дня на день, случится, произойдет, какие события у вас как открытый путь, мои дорогие. Нет препонов, нет барьеров, нет шлагбаумов. Конечно, эта карта может говорить напрямую о том, что вы поедете в какую-то дорогу или это можете планировать что-то на потом. Очень часто какие-то далекие перемещения тоже могут пройти. Но больше это, так знаете, когда, вот для наших свершений у нас тоже открываются пути. Вы можете, кстати, переживать по этому поводу, я уже не соединяю, но вот череп у нас– это именно переживание. Положим обратно ключ, он мне явно больше нравится. Так вот, получится, не получится, или, смогу я вот завершить, может быть, какое-то дело, решить тот или иной вопрос. Не добавляйте себе какого-то самокопания. С одной стороны, резким таким безапелляционным тоже не время быть. Это я уже больше говорю о планетарных транзитах, это точно, потому что змея, кстати, выпадает, да? Это кто-то за вами наблюдает или кто-то провоцирует. Тут ведь всяко может быть. Вы сами где-то можете чувствовать, что, ну вот, не все люди со мной искренне откровенны. Но, видимо, и вам нужно включить змеиный режим. У нас еще с вами змеиный режим. Все-таки год змеи, да? Это только в феврале будет меняться. Поэтому змея, она очень наблюдательна. И вот именно аналитика проходит. Не поторопиться, потому что очень часто наши эмоции нас выдают. А иногда нам кажется, что, ну, вот мы абсолютно в чем то правы. А на самом деле, знаете, вот есть такое, как клубок противоречий. Имеется в виду, когда наши эмоции сильнее разума или сильнее какой-то аналитики. И тогда может так вот получиться, что мы не знаем, как решить какой-то вопрос, но по какой-то причине мы уверены, что вот это должно быть так. Понимаете? Вот бывает такое в жизни каждого человека. Поэтому вот для вас нужно быть просто как минимум осмотрительной. И вот еще одно значение Луна, а это всегда словно потемки. Вот вам может казаться, и пути закрыты, и не знаю, как решить какой-то вопрос. Много эмоций. Потому что, как и череп, это вот именно сомнение или какая-то там, знаете, вот это ненужная философия. А тут, может быть, и люди как бы со стороны, и вам кажется, ну, либо настроены против меня. Хотя тут может быть, а мы этих людей не изменим. Мы всегда будем сталкиваться с теми, кто кому-то мы нравимся, кому-то не очень. Ну так и что, не конец света, правда? Поэтому вот для вас осмотрительность, мне так кажется, это ваш как конек, да, или что-то для вас доброе может означать. На самом деле вам ничего не мешает. Вот если мы всякие эмоции, да, вот то, что обозначают карты, пусть даже это змея, кто-то наблюдает, ну, нехай глядеть. Что он там наглядеть? А тем не менее, открытый путь и спокойное течение жизни, свеча. Может быть, ближайшие дни вот сами по себе. Это не время какого-то перелома. Вот вам, может быть, и выдержать нужно. Или для себя что-то прояснить, потому что, смотрите, как по судьбе. Крест– это всегда судьба. Деньги. И это могут быть и вопросы, которые касаемые денег, может быть и так, да, вы будете что-то просчитывать. Но больше я тут вижу, что
Это именно получение денег. Или, может быть, это связано у кого-то с документами, да, но в конечном итоге это какой-то финансовый документ. Или вы куда-то ставите подписи. На всякий случай, поскольку есть змея, вот что со дня на день. Нужно быть внимательному и к тому, что вы подписываете или даете кому-то обещания или какие-то гарантии. Берегите себя, мои дорогие овны. Есть все-таки такое значение. А у кого-то из вас, смотрите, в нашем пасьянсе, напомню, мы можем соединить карты в крайних рядах по горизонтали и по вертикали. Так вот, у вас совпадает дорога. И вместе с ключом далекий путь. Кто-то засобирается очень далеко, будет, может быть, готовиться к далекой поездке или к переезду. Я этого не отрицаю. Для кого-то, может быть, завершить одиночество, потому что, я смотрю, у нас так выпало, а, когда крест и дерево или листва, но листва тут в разных плоскостях, выпало. Поэтому вот когда это вместе соединяется, это одиночество. Вот для кого-то из вас как задуматься, а долго ли я буду продолжать какой-то сольный вариант? Может быть и так. Смотрим, что у вас еще совпало. Что еще по вертикали, по горизонтали? Откровенно говоря, я не вижу ничего. Но, видимо, как-то нужно провести и спокойно, и свободно одновременно ближайшие дни, но без выводов каких-то явно не обойдетесь. Может быть, это где-то и будет сопряжено даже с людьми по части финансов, какие-то выводы вы будете делать. Но раз крест выпал, это значит, неспроста вы оказались в какой-то ситуации. Но вам я не вижу каких-то явных помех. Но, может быть, даже вот эта змея. Это вам нужно быть таким серым кардиналом, мои дорогие. Ну, если мы спросили, задали вопрос, что скоро, что неожиданно, да? Давайте рассмотрим на картах Таро. А я приглашаю вас на свой сайт и телеграм-канал. Все ссылки оставлю в описании под видео. Переходите, читайте мои статьи. Подписывайтесь на телеграм-канал, я вам буду искренне рада. Так что же там скоро? Колесница, вы уже практически на пороге какого-то ускорения, прорыва. Колесница – это всегда скорость. Это перемены, мои дорогие, это успех. Успех не отменяется. Даже если сейчас нам кажется, что вот да, как спокойное течение жизни, иногда Овен может, но так слегка заскучать. Хочется именно вот этого жизненного драйва, но, значит, всему свое время. И по аркану колесница вот-вот что-то будет меняться. Это старший аркан. Возможно, это будет какая-то информация, даже в средствах массовой информации. У кого-то это может быть сопряжено, допустим, с переменами на работе. Кто-то и по личной жизни куда-то собирается отправиться. Карта успеха. Карта нам всегда говорит, не оглядывайся назад, тебе отсюда только вперед. И вот есть такой нюанс. Возничий этой повозки, он управляет лошадьми, силой мысли. Поэтому где-то серым кардиналом, похоже, овном быть придется. Освоить такую практику, что скоро. Абсолютно точно. Вот для вас, мои дорогие, я по этой карте всегда говорю. Баланс. Стоя, как на цыпочках, на пальцах, да, балерина у нас, на пуантах, по канату. Маска, как будто вам самим придется одевать маску, да, или включить вот этот самый змеиный режим и, конечно, держать баланс. Пятерка воздуха мы часто называем карта конфликта. Нам красивая очень карта. Посмотрите, сколько птиц изображено. Птицы – это новости. Может быть, такая разрозненная, противоречивая информация. И вам придется искать, откуда ноги растут у этой информации, кто ее принес, почему он так сказал. Без аналитики вам не обойтись. Провоцировать могут. Вот по этой карте могут провоцировать, мои дорогие. Но у Овна, посмотрите, первая карта. У вас свой путь. Но, видимо, вот этот баланс, он совершенно необходим. Может быть, в минуты слабости или, я имею в виду, в те минуты, когда нам хочется сказать все, что мы думаем. Ну, правда, кому не хочется? Мне иногда хочется. Думаю, вам тоже. Поэтому вот, наверное, надо вспомнить про этот баланс. Вот, видимо, вот нам приходится держать вот это равновесие. И не вступить, да, даже если кто-то провоцирует конфликт, я могу сказать точно, как минимум один какой-то человек в ближайшие дни будет, который именно может через эмоции пытаться, ну, как-то вас либо к чему-то склонить, либо чтобы вы согласились, либо когда, знаете, вот мы словно вспыхиваем, нам что-то не нравится, мы начинаем так более агрессивно свои
методы или свое видение где-то транслировать. Но мы все живые люди, правда? Когда 200 раз повторила на 201 тебе пытаются опять что-то заново, то рано или поздно это терпение заканчивается. Но вот у вас как будто не должно оно все равно закончиться, потому что впереди аркан колесница. Тут у вас что-то будет меняться, как будто себе нельзя навредить. Вот самое главное, что скоро, ни в коем случае. Это точно, потому что все будет стабилизироваться, мои дорогие. Какая-то ситуация, кстати, денежная. Ну, может быть, медленно, но верно. Тем не менее, не самая крупная карта, но она именно, если мы говорили, держи баланс, то вот теперь это, как мы знаете, твердую почву под ногами обретаем. То есть вот скоро будут такие перемены, которые могут вам такой своего рода экзамен жизни, да, с балансом, да, стоя на цыпочках и еще и по канату, да, вот надо как-то выдержать. Но в конечном итоге для вас-то это во благо, для вас какая-то ситуация, вы даже сами, кто знает, вот даже в каких-то сложных беседах, когда вы держите марку, и вам это помогает. Выдержка, мои дорогие, стойкость, по сути дела, 2 карты. И на кону перемены. Что неожиданно для овнов, может быть. Очень добрая карта, я ее часто называю праздник после победы. Вот правда какая-то победа с праздником идет. Что-то доброе, хорошее стремится в вашу жизнь. Что еще неожиданно? И еще одна четверка. Опять же, стабилизация. А тройки– это у нас всегда карта будущего. Кто-то будет изучать. Может быть, новая тема, новый проект. Или само по себе обучение, какие-то курсы, вас что-то может заинтересовать, работа в команде. Не исключаю, что в вашей команде какие-то перемены могут быть. И тут по-разному. Тот, кто ходит на работу, перемены, например, в вашем коллективе, да, кто-то увольняется, может быть, приходит новый человек. Может быть, это будет связано даже со сменой руководства. Возможно, если вы правите балом, мои дорогие овны, вы сами можете свою команду тоже где-то поменять. Но по тройке земли, это, знаете, мы свои таланты раскрываем. Вот у вас какая-то возможность сделать именно то, как вы хотели. Но, может быть, методы придется несколько корректировать. Может быть, это у кого-то, кстати, добрые вести по части вашей личной жизни, любовь. Ведь иногда четверка огня– это карта дома. Это вот именно та стабильность, когда мы приходим домой, словно двери закрыли, и все в сборе. Или мы себя, пусть мы даже, ну, пока в сольном каком-то варианте, вот мы приходим домой, и мы понимаем, что за порогом мы можем оставить все сложности, какие-то неурядицы, какие-то перипетии там непонятные. То есть мы укрепляем свой тыл, по сути дела, и смотрим в будущее уже смело. Может быть, это есть какая-то конкретная персона, которая рождена под знаком зодиака стихии воды. Не обязательно у нас выпала королева, но это может быть иногда просто близких означают эти карты. Супругов означают, но может быть и не обязательно, может быть того человека, с кем вы встречаетесь или с кем вы дружите. Отчасти это могут быть и родственники тоже. Может быть, это вы даже где-то кому-то будете из близких помогать. Может быть, добрым советом. Или какая-то иная еще помощь. Но чего бы тут ни касалось, вот эти все 3 карты будут говорить, что в личной жизни у вас сейчас, как будто, может быть, в ближайшие дни очень даже хорошая, добрая энергия. Поэтому у кого тут что? Если были какие-то сложности в отношениях, значит, точно мы можем примириться. Если, нашла коса на камень, да, ну вот как-то не услышали друг друга, значит, есть возможность эти самые диалоги как-то так в спокойной форме, может быть, и выслушать вам кого-то придется, вполне вероятно. Но это все вам во благо. Вы укрепляете свои позиции, причем по всем фронтам. Если мы сказали аркан колесница, это больше, конечно, на достижение. Или трудовой какой-то рабочий процесс. Поэтому, кто ищет работу, будет возможность в ближайшие дни. Я не могу сказать, что вот прямо вы посмотрели это видео. Все же так, если мы дистанцию проясним, ну, может быть, неделя или 2, но уже на кону вот эти перемены. Поэтому в ближайшее время найти работу абсолютно точно можно. От вас потребуется не быть безапелляционным, держать тоже баланс, да, но в конечном итоге стабилизация. Стабилизация того, что у вас до этого не получалось осуществить. Или когда вы будете в завтрашний день уже так смотреть более уверенно. Ну и по части тыла, да, или личной жизни. Тут тоже что-то доброе идет на ваш порог. Так вот, давайте мы спросим, к чему же это все идет.
или придет. Так, тут что-то будет меняться. Два старших аркана. Тут такие будут перемены, к чему все идет. Могут измениться законы. Правда, у кого-то поменяется, может быть, руководитель на работе или порядок, график работы, место работы. Башня ведь это всегда какая-то структура. Поэтому какая-то структура меняется. Может быть, и буквально вы будете, кстати, осваивать новые технологии, потому что вы сами можете предчувствовать, что вот-вот и уже не за горами перемены, не хватает знаний. Но по этой карте кому-то буквально, может быть, придется переделывать ряд документов, кстати, что-то переподписывать, и где-то у нас планетарно подходит этот период. Так вот, какая-то структура, система, она тоже будет меняться. Мы не можем тут где-то останавливаться или быть уверенным, что прежние методы сработают. Скорее всего, нет. К чему это все идет? К чему? Для овнов это башня. Но именно это укрепляет вашу силу. Карта силы. Это карта критического мышления, мои дорогие. Все то, что я говорила по пасьянсу. Эмоций много, люди разные, куда их денешь, правда? А самому-то ведь надо не попасть в просак, а самого-то надо как-то по-новому научиться себя и сохранять, и защищать. Вот об этом тоже говорит карта сила. Поэтому, мои дорогие овны, лев, да, изображен, очень красивая карта. И лев– прообраз нашего эго. Это как, знаете, причесать льва в себе, собственным внутренним львом договориться. Карта такой, знаете, высшей октавы дипломатии. Когда внешний мир, там тоже приходится договариваться, ловчее быть, мудрее, может быть и хитрее, не без этого. Мы об этом тоже много говорили. Но и, знаете, себя вот как уговорить. Может быть, сказать: подожди, не кипятись, рассмотри какой-то альтернативный вариант. А может быть, в этом вопросе конкретно, который у тебя вызывает много эмоций, может быть, у тебя недостаток информации. То есть подойти вот именно с критическим мышлением к какой-то теме, к какому-то событию и не воспринимать слишком личностно. Не воспринимать где-то с позиции, что я это точно знаю или я это проходила. Тут ведь, понимаете, внешняя какая-то ситуация меняется. Обратите внимание, тут у вас вся жизнь меняется, хочется сказать. Два старших аркана. Хотите вы или нет, старшие арканы, повторюсь, это всегда ситуации внешние, связаны или с переменами в обстановке вокруг вас, или с людьми, которые вам тоже могут приносить какую-то информацию. Могут и близкие люди тоже что-то вам говорить. Ну, тут в зависимости от взаимодействия и какая тема будет. Может быть, меняется что-то у человека, но это оказывает влияние и на вас тоже. К чему все идет? Король огня. Вам сейчас нужно быть настоящим лидером, мои дорогие. Потому что это карта харизматичного лидера. И в этой колоде это мудрый учитель, который все знает. Вот в этой колоде именно так. Позвольте развиваться событиям сами как бы по себе. Они пусть развиваются, а вы за этим наблюдаете. Вам не обязательно в чем-то участвовать. Вам наблюдать, анализировать. Может быть, вам придется давать кому-то совету, это точно. Но, значит, эти выверенные должны быть советы. Может быть, к вам обращаются именно потому, что вы авторитет для кого-то, и человек видит, что тут мы не можем, знаете, сказать что-то такое, что в первое в голову пришло. А нужно понимать то, что мы сейчас транслируем для какого-то человека, он как ищет выход. Вот вы как наставник, как учитель можете быть теперь, мои дорогие овны. И вот такая миссия, впереди 2 старших аркана, она и может быть как раз связана с тем, что и вокруг что-то меняется, или в жизни, даже пусть ваших близких или знакомых, каких-то контактных лиц тоже что-то меняется. И повторюсь, все же король огня– харизматичный лидер. Он не делает чью-то работу, поэтому кто-то должен делать сам. Вот это будьте внимательны, это очень важный момент. Это не значит, что вы должны взять и что-то сделать. Или сами за кого-то решить тот или иной вопрос. Нет, человек сам должен по судьбе какой-то путь пройти. Но с вашей-то стороны может быть какой-то очень ценный для человека и дельный совет. Вот к этому будьте готовы, правда. Тут вы на первый план выходите. И что же прояснится, может быть? Какая-то прежняя ситуация, которая вызывала много эмоций. Именно по этой карте нам говорят выплакать горе.
То есть имеется в виду, может быть, это те такие переживания, когда мы пытались долгое время что-то исправить, а не получилось. А тут мы понимаем, нет, это не имеет смысла, не имеет интереса. Может быть, буквально для кого-то вот это понимание, да, вот критическое мышление, оно приходит, но где-то эмоции не оставляют. И тогда надо дать, может быть, один на один волю этим эмоциям, чтобы они именно выплеснулись и оставили вас навсегда. А я добавляю всегда по этой карте слова Клаудио Пенейро. Над разбитой чашкой не рыдают, а выбрасывают осколки и моют пол. От начала до конца ваша миссия какая-то начинается или вот-вот начнется со дня на день. Помните, даже если вы сейчас, допустим, не занимаете какую-то ведущую должность или вы не буквально работаете учителем, я тут сказала, вы как наставник, да, но значит, вот в вас именно этого лидера, ведь харизматичный лидер – это кто? Это тот, который не нуждается в каких-то похвалах, или пусть ему даже говорят какой-то негатив, ему все равно, он знает, что он действительно лидер, у вас сильная позиция. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые овны. А я вас благодарю, что вы смотрите мои видео, оставляйте мне душевные и искренние комментарии. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал, подписывайтесь на мой телеграм-канал, я вам буду искренне рада, а я вас люблю, и вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.